Я приветствую вас, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Какие события идут на ваш порог? Что идет в вашу жизнь? Ну, а может быть и кто? Давайте узнаем, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла, куда ж без него. Ну и наш расклад подойдет одинаково как для мужчин, так и для моих любимых девочек. Вот вы чего-то можете сейчас не видеть, не предполагать. Порой события нашей жизни нас как в какой-то омут закручивают. Вот давайте немножко так абстрагируемся, возможно, от грустных мыслей или от потока, который направлен вот именно в одном направлении. И мы с вами узнаем, для начала, конечно, как сигнификация, что в вашей жизни происходит прямо сейчас. Ну и дальше, что же ждет? На пороге каких событий вы стоите? Вот нам какой человек пришел? Ох, смотрите, 7 мечей. У кого-то это был обман. Иногда карта вора мы говорим, да? Но ведь есть тут и другое значение – забрать свое. Вы часто слышите в моих раскладах. О чем говорит? Ну, значит, если прежде уже где-то карта предполагает какую-то историю, некрасивую историю с обманом, историю с предательством. Может быть, это и казалось финансов, а может быть, это не финансы, это не материальный уровень, это эмоциональный уровень. Когда поступил человек какой-то конкретно, может быть, группа людей, я такого тоже не исключаю, совсем не так, как вы думали, что вообще в принципе может сложиться. Возможно, теперь возвращается к вам какая-то история очень символичная, ретро-Плутон. Вот так и хочется сказать. Ну, а где-то у нас еще и Уран в Близнецах. Это, знаете, какая-то прежняя история должна быть пересмотрена, переделана, передумана. Поэтому, но ситуация закончилась, а осадочек остался. Вот меня смотрит человек, может быть, нам сейчас расскажут, кто вы, да, но вот, наверное, самая такая главная нить нашего расклада будет именно зависеть от того, что вы уже пережили, какую-то прежнюю историю, которая с вами случилась, а потом, скорее всего, была пауза. Возможно, пауза, когда вы что-то сами поставили на паузу, не исключаю, что и человек. Возможно, для кого-то из вас нужно было время, чтобы прийти в себя, будем говорить. Вот и так точно. Ух ты. А у кого-то это, знаете, было все, может быть, намного серьезнее. Не просто человек, да, с его мыслями, там, поведением, а это с документами было. А это было на юридическом уровне, на, может быть, когда вы решали какой-то очень важный вопрос, и вы-то, может быть, даже по закону были уверены, что, ну да, вот закон бережет, вот решится именно так. А тут какие-то выяснились факторы, может быть, третьи лица, что-то еще, и была рассмотрена какая-то совершенно другая ситуация. Вы не были властны в какой-то предыдущем период времени, либо над человеком, не влияли на его решение, ну и, понятно, не влияли на закон. И, может быть, вот теперь, тем не менее, старший аркан, либо человек конкретный пытается с вами заново, как будто это факт, к вам ищет пути, дорожки, или, может быть, состоялось, ну, может быть, общение, а до этого была пауза. Может быть, вам написали, или состоялся какой-то важный разговор, если это по работе или по документам, неважно, у кого-то жилье, у кого-то, правда, ваш вид деятельности. Ну, или какое-то дело именно документальное, будем говорить, по важным бумагам. Вот теперь как будто вам это возвращается. Возвращается, но еще пока непонятно в каком эквиваленте. Паш, это самое начало. Или вы получили какую-то новость, может быть, это не буквально вам что-то возвращают, а у кого-то возвращают, правда, человек, десятка пентаклей. У кого-то история личной жизни, которая длилась очень долго. Возможно, вы были в отношениях, они были оформлены, может быть, и не были оформлены, но вы себя позиционировали как пара, как семья, вы строили явно планы. У кого-то это может, правда, проиграться по жилью. Какая-то история именно с жильем, иногда ведь это наш дом. Или то, что мы, может быть, хотели бы куда-то переехать, поменять. И вот то, что прежде вам не удалось, вот сейчас как будто, тем не менее, судьба
буквально вам дает какую-то возможность. Это то, что, можно сказать, идет на ваш порог. Благополучие, изобилие, процветание, или семья, или отношения, или, может быть, и ситуация по работе, когда с вами пытаются, ну, если не помириться буквально, там, шаркать ногой, просить прощения, да, ну, нет, ну, не все, конечно, на это способны, но, тем не менее, какие-то мосты с вами пытаются навести. Вот самое главное, то есть какая-то основа. Но и, видимо, вот была ситуация, которую вы пропускали через чувства. Кто-то словно вашу веру разрушил. Может быть, разрушили чувства. Возможно, для кого-то из вас разрушилась семья. И вам действительно пришлось пройти сложный период, когда, ну, для начала себя восстановить. Но вы именно сейчас, скорее всего, находитесь, вы уже сумели адаптироваться, принять, наверное, то, что вы когда-то не в силах были изменить. Может быть, для этого и потребовалось время. Но вот именно это время, это как ваше возрождение такое своеобразное, когда себя пришлось вытягивать из какого-то небытия. Оно вот закончилось. У вас именно сейчас начинается новый жизненный этап. И пусть для кого-то из вас предпосылок таких материально-объективных пока нет, но внутреннее чувство вам как раз-таки точно говорит о том, что мне нужно что-то продолжать. Мне вот сейчас как будто нужно, да, я уже как будто обрела или обрел равновесие, и вот теперь мне это равновесие, возможно, какой-то период нужно будет удерживать, может быть, и как будто продолжать что-то, потому что, может быть, еще пока не ясен путь. Это вы как можете, кстати, здесь может быть очень интуитивный человек. Это, знаете, на уровне интуиции вам судьба дает подсказки, что даже если ты не видишь объективных причин вокруг, но уже вот чуйка твоя срабатывает, и она тебе говорит: нет, вот что-то будет меняться. Даже если у тебя сейчас вообще какое-то фиаско. Но и оптимизм ведь, он присутствует в нашей жизни, вот особенно в вашей жизни. И он дает вам совершенно точные подсказки, действительно, что-то у вас будет меняться, причем очень быстро. Туз Пентаклей – это всегда карта возможностей и шанса. Но это пусть на уровне пока интуиции мы говорим. Как будто вы окончательно завершили что-то. Да, изящно уже, как будто вы, изящность имеется в виду, вы себя настроили уже совершенно на другую траекторию, а может и территорию даже. Вы уже видоизменили свои планы, может быть, даже методы действия. Вы вот за какой-то такой сложный урок судьбы, который вы прошли, вы тоже изменились. Изменилось, может быть, даже ваше отношение вообще как мировоззрение, как и к людям, так и к событиям. Где-то вас вот эта сложная ситуация научила держать себя в руках. И поэтому вы теперь, я смело могу сказать, для какого-то человека, а может быть, это и какая-то ситуация, как я говорила, но все равно в ситуации там фигурируют люди. Тогда я могу сказать, ваша сильная позиция будет в том, что никто не знает, как вы поступите. Скорее всего, вот то, что сложилось когда-то, вас выработало стойкий иммунитет к внешним эмоциям, к всякого рода обещаниям. И, наверное, может быть, ваш взгляд изменился. Изменились ваше поведение. Может быть, вас раньше было легко вот на эмоции как раз зацепить. Это как слабая такое, знаете, любимая мозоль, на которую чуть наступи, и ты уже попал. Вот теперь этого не происходит. И, скорее всего, вот то, с кем вы общаетесь, это, ну так, негласно считывают с вас, что произошли у вас какие-то перемены. Но как это проанализировать, если мы говорим, что вы имеете, ну, как бы дело, общение с самим императором, ну, неважно, не рассматриваем по полу карту, перекладывайте. Я говорю, тут организации могут быть, да, или руководители, конечно, могут быть, чиновники, ну, может быть и мужчина. Хотя, кто знает, может быть, император в таком женском обличии, да, который тоже всегда, ну, где-то проявлял элементы, скажем так, эгоизма. То есть все-таки это есть. Иногда ведь я говорю, по императору есть два мнения, мое и неправильное, все. Мы как будто разговор закончили. Вот, может быть, такой сложный человек был. И уже человек понимает, а нет, вот что-то в вас не то надломилось, не то наоборот. Как будто
преувеличилась какая-то непонятная доселе сила. И вот карта сила как раз об этом и говорит. Вы умеете теперь по-другому договариваться. Вы видите, что, знаете, у вас, наверное, сейчас вот именно ведь карта критического мышления. Это на уровне интуиции у вас сейчас срабатывает. Вот, наверное, это будет тоже вторая. То есть мы говорили, кто вы, и тут нам две причины. То есть был обман, была хитрость, было что-то не очень красивое, а может быть и противоправное, направленное именно против вас. И вот какая-то прежняя история. И второе отличие, чтобы вы могли определить, насколько вам расклад подходит, это как раз вот вторая, это данность, когда вы теперь дошли, может быть, медленно, мучительно для кого-то, сложно, к тому периоду, когда вы стали действительно другим человеком. Вот что вас отличает. То, что вы, допустим, вы какой-то разговор, может быть, инициировали, или кто-то инициировал, вот в какой-то беседе, или, допустим, осуществляя какой-то контакт с человеком, если вы чувствуете, словно человек уперся рогом, будем говорить, или дело уперлось в какую-то стену, вы уже не будете настаивать. Вы понимаете, что бесполезно. Вас как будто жизнь научила не стучать вот именно в эту стену, надеясь, что там появится дверь. Не прикладывать усилия в те направления, которые для вас, как потеря времени, потеря сил. Вот такая характеристика непростая. Это вы, как будто тоже могу сказать, меняете свой статус внутреннее отношение к жизни. Кто-то за это время, может быть, организацию даже жизни собственной поменял. Кто-то, император это внешне, да? Давайте так, немного пофантазируем. Кто-то мебель выкинул, например, кто-то переставил эту мебель, кто-то, может быть, так и более глобально куда-то переехал. То есть вот тут явно шел какой-то период жизни, немалый, может быть и год, а может быть и больше, когда, вам пришлось вот осадочек вот этот как-то переболеть, мало того, что внутренне, но вы сами себя, вот как я говорила, доставали из этой зоны какой-то серой, непонятной, отчуждения. И за это время все же силу вы укрепили. И кто-то, помогая себе, может быть, как раз и что-то видоизменил. Изменил также имидж, не обязательно это мебель там или дома что-то, да, изменили вот тоже где-то имидж. Поверьте, если вы не замечаете за собой перемен, люди видят это очень хорошо. Но для них это тайна за 7 печатями. Но вот если вам подходит такая сигнификация, то мы с вами продолжаем. И я хотела бы, у меня есть колода Таро, которую я приготовила специально. Все же основной вопрос, на пороге каких событий вы стоите. Мы достанем 3 карты, перемешаю, пока говорю, я перемешаю карты. Так вот, на колоде Ленорман мы с вами достаем 3 карты, и пусть для нас это будет как 3 важных направления. Может быть, это то, что вас ждет, и сами по себе события, люди, которые идут на ваш порог, как идут навстречу. А может быть, это те ситуации, которые, вот как в сферах жизни, нам сейчас отразят карты Ленорман. Итак, какие события идут на ваш порог? На пороге каких событий вы стоите? Что ждать в ближайшее время, что идет в вашу жизнь? Именно к вам идет и придет, будем говорить. Ладно, давайте откроем первую карту. Вот вы знаете, раньше, когда солнце выпадало, говорили: знаешь, дорогой, у тебя все хорошо. Пусть у тебя сейчас плохо, не рассказывай. Но, видимо, ты во власти судьбы. У тебя сейчас все равно как-то оно отстроится. И ты тоже отстроишься. У тебя все равно... Ты сейчас, во-первых, столкнешься с такими событиями, сами по себе события, обстоятельства, люди. Ты даже не можешь предположить. Тебя, как невидимая сила, ведет вот этой нитью Ариадны или нитью судьбы. Тебе по ситуации нужно буквально пройти, потому что как будто финал или завершение, оно того стоит. И иногда все же солнце. Часто слышите выбор правильного направления, где-то карта может давать подсказку. Будь внимателен, внимательно. 6-8 месяцев.
иногда четко период по этой карте. Это то направление, которое не на очень далекий срок. Но вы как будто организуете свою жизнь как-то иначе, в новом ключе. Вам придется этому уделять внимание, самое активное, как минимум полгода. Давайте сразу откроем вторую карту. Может быть, сферу жизни подскажет. Потому что иногда по Солнцу это дела, работа, бизнес, документы или ваше вдохновение, ну, как творчество, да, изучение, обучение чего-то новому. Но вообще это новый жизненный этап в любом случае. Но все же. Так что же, на пороге каких событий вы стоите? С чем это связано? Вот смотрите, мелкая карта, причем карта информационного бардака, так и хочется сказать. Нам Чиро Маркетти, это его колода, показал скворечник. 3 входа, да, обычно 1, а тут 3. И птицы, много птиц. Птицы вообще называется эта карта в колоде Ленорман. И это, конечно, информация, причем такая, когда там и фейки, когда там и пустые обещания, когда там какое-то идет бурное обсуждение. И может быть вот из всего этого это как шелуха. Основная масса информации не имеет к делу никакого отношения, но тем не менее, что-то одно вам надо будет из этого вороха вычленить, потому что это, тем не менее, будет как новая какая-то возможность. Вот не упустите, вот с этой картой нужно всегда быть очень аккуратным. Почему? Потому что путаницу это может напоминать. Это может напоминать вообще не абы что какое-то, когда действительно, ну, как у классика, да, смешались в кучу кони-люди, попробуй разбери. И тем не менее. Видимо, да, хаос перед началом творения. Так и хочется сказать, да, как в колоде Таро называется карта нулевого аркана, карта шута. Ну, не во всех колодах, но есть такое значение. То есть хаос перед началом творения. Творение еще не наступило, но уже зарождается какое-то рационально важное зерно. Поэтому, как минимум, в ближайшее время жить будет весело. Много информации, много каких-то событий, людей. И вам придется очень много анализировать. Вот именно информационный какой-то поток мы раскроем. Ну, давайте сразу и третью, да, карту. Что ждет? Что идет в вашу жизнь? О, мои дорогие девочки, карта мужчины. Мужчина идет в вашу жизнь. Но, судя по той истории, которую нам в сигнификации раскрыли, в общем-то, это неудивительно. Император выпадал, да? Для вас, мои дорогие мужчины, может быть, это вы обдумываете. А стоит ли мне возвращаться? Может быть, даже если очень хочется, да, восстановить с кем-то отношения. Какой-то человек вам очень дорог. Все-таки у нас мужчина с розой. А Чиро Маркетти большой знаток символов, чисел, тайн вот этих древних, да, скрытых. Роза – это символ любви, безусловно. И вот мужчина у нас с розой. Вот, между прочим, в этой колоде женщина тоже с розой. То есть тут больше нам рассказывают именно о личной жизни. И мужчина здесь босиком. Босиком – это вот когда, как открытые участки тела, это символ уязвимости, мои дорогие. Поэтому, мои дорогие девочки, идет мужчина, может быть, это и новый, давайте так, не привязываемся, да, к сигнификации. То есть опыт у вас есть, нам сказали, а вот какая история будет продолжаться, может, с этим человеком. Ну, или это первая карта, она нам вообще может говорить, может быть, и о новом, кто идет в вашу жизнь. Так вот, мужчина не чувствует себя уверенным. И, может быть, это более того, даже какой-то статусный человек, но в отношении именно вас, взаимоотношений с вами, он будет не уверен. Может быть, он будет не уверен, зачем ему это нужно. Вот, кстати, мои дорогие мужчины, вы тоже можете такое испытывать. Вроде бы и притяжение есть, а вот так до конца понять, не то надо, не то нет, не могу, но что-то тянет. Вот какая-то такая личная история, хочется сказать, по этой карте. Вот теперь давайте мы с вами, я перемешаю еще раз Ленорман. На пороге каких событий вы стоите? Что идет на ваш порог? Пусть нам солнце раскроет. Ну вот, видимо, солнце будет означать, что скоро вы получите какую-то бумагу, письмо. Возможно, это совместное составление какого-то букета. Да, букета, извините, документа. Достала карту и вырвалась. Но, опять же, тут действительно есть совместное. Почему?
Ну, вообще, в классике это карта лилии называется. Ну, пусть тут калы изображены. Это меня кто-то поправил за предыдущие расклады. А я по привычке уже, ну, просто знаю арканы, что это как лилия. Ну, пусть это будут калы, окей. Ну, тут ведь, понимаете, самый главный смысл– чистота, искренность. Какие-то важные разговоры, вот так, от души, без тайн, без каких-то хитриков и там какой-то сложной многоходовочки. И ведь у нас как двойной рисунок. Точнее, рисунок на витраже. Тут тоже точно такой же букет. И сами по себе живые цветы. Говорит нам карта, что какая-то прежняя ситуация к тебе возвращается, но совершенно в другом формате. И, возможно, что-то это касается по поводу документов, важных оформлений. Я не исключаю, может быть, и люди здесь присутствуют, солнце. Возможно, вам придется или даже будут необходимы какие-то контакты. Ну, необходимы, потому что документально нужно решить вопрос. И, кстати, не все однозначно, карта леса. Конечно, карта может говорить о том, что есть ваш интерес и интерес другого человека. Но ведь я не могу исключить, что с вами не будут хитрить, мои дорогие. Или вам периодически будет что-то напоминать, а уже какой-то опыт вы прошли, как будто, может быть, грабли когда-то вы уже находили среди ровного поля. Поэтому вот примите во внимание, какая-то пережитая ситуация вами не будет забыта. Или тот контакт, который вы будете осуществлять, или на что вы будете соглашаться, чего вы будете отказываться. Вы постоянно будьте просто к этому готовы. Вы будете понимать, что, ну нет, я допускаю, что в любой момент человек как какой-то финт может сотворить. Что это такое? Ну, раскроем на картах Таро, а сейчас пока в колоде Ленорман я могу сказать, приготовьтесь, что общения будет много. И, но все-таки и Солнце более емкая карта, вполне вероятно, парк. Это может вам, ну, быть так вот, или сложатся обстоятельства, что вы можете оказаться среди новой общности людей, среди нового менталитета для вас, или среди людей, которые говорят на разных языках, или вы вообще в какой-то новой местности, когда придется буквально, как спортивное ориентирование, хочется сказать, разобраться, где что находится, вот самое главное, да, и одновременно это еще и себя где-то сохранять. Вот для кого-то вы именно так и будут говорить, что ты можешь оказаться, пусть это не для каждого, но для кого-то именно этот момент проиграется. Новая страна. Может быть, вы там уже, ну, так давненько, да, может быть, вы и год, и два. Но год и два– это самые такие первые шаги. Это еще пока не адаптация, наверное. Ну, говорят, что сначала первый год, потом 3, потом 5. Ну, а потом ты уже не считаешь где-то. Но это на самом деле ты только воспринимаешь. Ты, ну, где-то анализируешь, тебя все равно ностальгия какая-то накрывает, но ты понимаешь, что плавать ты уже научился. По себе знаю, поэтому я вот это об этом и говорю. Но вот именно какое-то общение, оно будет продолжено. Вас учит судьба. Вот что идет на ваш порог? Разные люди идут, разные какие-то соглашения, разные документы вам придется, может быть, кстати, изучить. У кого-то изучение даже языков может проиграться, потому что для того, чтобы сделать что-то красиво, грамотно, юридически, тут нужно в этом деле разобраться. Я, кстати, не исключаю, что вы будете, и вам, может быть, даже какой-то человек будет полезен, скажем так. Я уже не конкретизирую. Именно для того, чтобы то, что вы не смогли сделать прежде, смогли вы сделать теперь. Вам идут возможности на ваш порог, мои дорогие. Но это не те возможности, которые, знаете, как на блюде. Подали– бери. Или не бери, как хочешь, да? А это какие-то условности, какие-то тоже ситуации неоднозначные, в которых придется грамотно лавировать. Приготовьтесь к этому. Но для вас это путь к солнцу. Хорошо, давайте перемешаю. Что идет на ваш порог? Вот эта информация. То есть мы солнце с вами раскрыли. Тут понятно какие-то перспективы, но и совершенно что-то новое. Или хорошо забытое старое. Ну, как будто переделать в новом ключе. Итак, что идет на ваш порог? Так вот, на ваш порог идет какое-то завершение.
Идет завершение. Ух ты, а ведь правда, у кого-то совсем скоро будут решаться вопросы по поводу переезда, по поводу места вашего проживания, где и с кем, может быть и так. Возможно, вы получите, кстати, скоро какое-то известие именно от близких, может быть, от родственников, может быть, от далеких родственников, или родственники недалекие, но они где-то на расстоянии от вас находятся. Возможно, все-таки птицы, да? Может быть, и дети, и внуки, или родня, супруга, супруги. Тут, ну, наверное, по-разному может быть. Вот явно к вашу жизнь кто-то вернется со своей, причем путаницей. Возможно, даже вы кому-то раньше помогали, а рядом аркан Клевер. И, может быть, у вас будет даже, мои дорогие, заинтересованность по части финансов. И вот отчасти карта говорит, ты скоро столкнешься даже, может быть, с такой историей, когда тебя будут нарочно, может быть, путать. Вот именно путать. Потому что имеют люди свой интерес. Вот смотрите. Мы спросили на пороге, каких событий вы стоите. Ну, это первая была позиция, что идет на ваш порог. Здесь именно какая-то история в виде больше, может быть, людей, конкретного человека, по-разному. Но это через информацию. Вам подают это через информацию. Хотя лицо вам может быть очень знакомо и давным-давно. Вот да, потому что дом – это домочадцы, ну или, как я говорила, родственники. Хотя я допускаю иногда друзья ближе, чем родственники. И вот тут самая главная задача, которую поставил перед собой человек, чтобы вы надежный человек. Вот нам и по сигнификации все-таки говорили. Более того, вы сильный человек, потому что у вас получается именно как возродиться из пепла, как птица Феникс. И вы, скорее всего, с вашей или ваша сила, ваша ресурсность кому-то понадобится в ближайшее время. И вот у вас этот экзамен жизни, который будет напрямую касаться денег и вашего благополучия, вашего финансового достатка. И этот экзамен будет в том состоять, как вы правильно проанализируете какую-то информацию, несмотря на то, что она поступит от кого-то из близких людей. Потому что вам именно куда-то, ну как влазить не нужно. Ведь посмотрите, называют это гроб, но тут она называется саркофаг. Вам нужно что-то красиво завершить. Поэтому и карта птицы выпадает. И мы говорили с вами. Но есть тут рациональное зерно. Поэтому аналитика, она тут совершенно необходима. Потому как то, что вам будут рассказывать, может оно и цепляет эмоционально. Но к делу вообще ни разу не относится. Именно к вашему делу. Что это? А ведь и правда у кого-то это будет как подрастающее поколение, карта ребенок. Может быть, это действительно те люди, которые вы... Но есть же в нашей жизни те, кому мы не можем и не хотим вычеркнуть, как будто, да. У вас какой-то сложный экзамен судьбы предстоит, мои дорогие, когда вы никогда не говорили «нет» какому-то человеку, который бесспорно был для вас дорог. А вот здесь неоднозначно. Вот в этом, наверное, и экзамен. Экзамен судьбы, который идет на ваш порог. Вам никак нельзя, карта благополучия, ты как будто рискуешь. Либо у тебя это есть благополучие, либо у тебя его не будет. Вот представляете как? Вот так парадоксально. А в центре у нас птица и дом. То есть буквально какой-то хаос, который идет либо от людей, либо, может быть, и что-то связано, кстати, с местом проживания. И непонятно, как к этому относиться. Но все-таки, что идет на ваш порог, да, с кем это связано, выпадает карта ребенок. Вам нужно какое-то новое, совершенно мудрое Соломоново решение принять. И для вас это будет очень сложный выбор, мои дорогие. Но это экзамен жизни. Более того, как по судьбе. Вот все, что я сказала по второй позиции, да, что вообще спешит стремиться войти в вашу жизнь. Ну вот судьба, правда. Это судьба, этот экзамен судьбоносный мы можем назвать как, знаете, как дипломная работа на ваше изобилие, процветание, благополучие. Ну как-то так. Давайте третью позицию будем рассматривать. Ну а потом рассмотрим на картах Таро. Может быть, как предпосылки. Или какие-то подсказки, секреты пусть нам раскроет Таро, да? Итак, что придет в вашу жизнь? Нам уже показали мужчину, что придет на ваш порог.
Вот тебе на. Карты живут своей жизнью. Говорила про розу, говорила, что если карта женщины, тоже с розой. Пара, мои дорогие. Ну ладно. И тут явно вопросы личной жизни. То есть это любовная история. Какой-то союз, смотрите, якорь. Договариваться, скорее всего, придется, потому что девятки пик это соответствует. Даже, может быть, здесь, смотрите, документ. И теперь мы можем даже провести параллели. Помните, карта Солнца, когда мы проясняли, началась именно вот с этой карты письма. Семерка пик и девятка пик. Семерка пик, если переложить на Таро, это семерка мечей. Вспомните сигнификацию. Это была первая карта. Это какая-то история. Я допускаю, может быть, это и новый человек, но он может вам напоминать о какой-то прежней истории. Но я не знаю. Либо манера общения, либо внешность похожа. Но, наверное, для большинства все-таки тут какой-то гештальт из прошлого идет, это точно. Потому что, ну, придется как будто какую-то работу над ошибками делать. Может быть, вас даже не столько чувства уже связывают, ну, может быть, и со стороны партнера есть чувство, или какая-то, как судьбоносная история, хочется сказать, сложилась в жизни человека, и что-то его, ну, как бы тоже побуждает либо вернуться, либо пересмотреть какую-то историю любви или взаимоотношений. Но вот на данный период времени, обратите внимание, как будто смотрят двое в сторону. Каждый за какой-то период жизни научился жить сам по себе. Хотя я не исключаю, может быть, это было даже совместное проживание. Но это как одиночество вдвоем. Может быть, у кого-то даже такая запутанная история. Кто-то мог быть вообще на расстоянии. Но, может быть, вы и думали, что эта история закончилась. Вы в чем-то могли уже, знаете, заключительный аккорд такой сыграть, который, может быть, как реквием Моцарта звучал. А нет, вы-то могли сыграть, а человек не сыграл. Может, он что-то другое сыграл, понимаете как? Более того, какая-то история к вам возвращается, и она будет граничить с вашим благополучием, изобилием, процветанием, солнцем. Вам придется, хотим мы того или нет, ну, сделать как минимум пару шагов назад. Пусть это не буквально наши шаги. Может быть, человек вам нужен именно для подписания какого-то документа, для составления. Может быть, как взаимной помощи друг другу. Я такого не исключаю. Но явно по третьей позиции. Если вот здесь нам экзамен сказали, да, судьбы, на благополучие, изобилие, процветание. А здесь на терпение, выдержку. Потому что иногда ведь карта Солнца, с учетом того, что именно бумаги, согласование, переписка, или все-таки это больше документы, потому что здесь у нас с печатью сургучной какая-то важная информация или, ну, может быть, важная бумага, правда, документы, или подписание какого-то контракта, договора, ну, все что угодно может быть. То есть возвращается какая-то история к вам. Но совсем не для того, чтобы вы отказались. Вот, наверное, самый главный смысл, мои дорогие, карта якоря. Тут надо подумать, девятка пик, как ты это будешь продолжать. Но эта история не закончилась. Дело в том, что сейчас это может идти в каком-то новом фарватере. Ну вот теперь давайте узнаем. Очень интересно. Что-то нам тут такое загадочное рассказали карты. Давайте мы спросим у карт. Пусть они нам дают, ну, как советы, да? Вот такое предсказание, как дальше, может быть, будут складываться события, но и одновременно, как нам поступить. Итак, по аркану Солнца. Это мы спрашивали, что идет на ваш порог. Так вот, что же на вашем пороге будет совсем скоро? Что скоро произойдет? Опять паж Пентаклей, мы уже видели с вами эту карту. Общение будет продолжено, вот только мы об этом с вами говорили. Будет продолжено общение, но как видоизмененный формат, мои дорогие, это точно. А ведь посмотрите, карты как будто даже не хотят больше говорить. Выпадает последний старший аркан мир. Договариваться придется. Я уже все сказала, тут больше ничего не добавишь. И для кого-то это может проиграться как и расстояние, как и путешествие. Или какое-то совместное, может быть,
совместная работа, может быть, работа где-то посредством интернета, или пусть это, ну, какие-то новые коммуникации, цифровые технологии. Все-таки мир — это у нас пространство именно, эфир, интернет тоже. Может быть, и по работе где-то все-таки солнце — это еще и достижение. Или контакты, мои дорогие, с конкретным лицом, но они вам каким-то образом помогают именно либо в работе, либо, ну, может быть, и по документам, а может быть, и по финансам. Очень такая объемная карта мир. Поэтому солнце символизирует о том, что, ну, где-то нам наше эго придется причесать. Ладно, хочется больше всего раскрыть мне вот центральную карту. Что же это за хаос такой перед началом творения, или что же это за сложная история, экзамен судьбы? Выбор опять нам говорят. Причем, смотрите, сложный выбор. Это ведь колода ведьмочек. С завязанными глазами метает, как ножи, извините. Ну, это, по сути дела, мечи, да? Или дротики, ну, прообраз где-то. И с завязанными глазами, как будто выбор нужно делать сердцем, мои дорогие. Вот именно сердцем. Так, а что это сердцем нужно, какой выбор делать? В отношении какого-то либо дела, либо человека. А тут не все так просто. Колесо фортуны. Опять же, какой-то баланс присутствует. Вы узнаете какую-то новость, которая, да, вот мы можем чувствовать, как вот этот выбор. И, видимо, как два направления. А может быть, то, что мы смотрели по аркану Ленорман, там ведь тоже нам показали дом, да? То, что было центральной картой, помните? Саркофаг и благополучие. Вот благополучие со стороны фортуны, а саркофаг как раз сложный выбор. Дом — это может быть какая-то персона, пусть даже это кто-то из знакомых вам, но это тот человек, который, приготовьтесь к этому, он вам будет так с напором что-то говорить. Харизматичный лидер, но вы-то тоже не лыком шиты, посмотрите. Вообще у нас пара выпадает. Для кого-то вот все три позиции, это может быть даже три с разных сферы жизни, но когда вам общий какой-то сюжет, тем не менее что-то связывает воедино, и есть какие-то возможности. Очень странно, колесо фортуны вам предлагают, словно через карту башня. Ну, может быть, выбор так серьезно стоит, что нельзя перепутать, да? Здесь у нас выпадает двойка мечей, как мы говорим, выбор. Если мы сравниваем с аналогией, которая выпала в предыдущем раскладе, ну, здесь у нас с вами была карта гроб или саркофаг, а с другой как раз находилась карта клевер. Карта клевер — это, знаете, такое вселенское благополучие, это где-то сродни тоже солнце, самые лучшие значения. И вот, казалось бы, да, выбор какой-то вы уже сделали, а потом вам придется, возможно, еще раз передумать. Как будто, посмотрите, меняются какие-то траектории. Здесь у нас уже наоборот. Карта башни — это всегда трансформация. Возможно, это вам придется на что-то решиться на какой-то сложный разговор или даже составление документа какого-то с человеком вместе, подписание какого-то договора. Но тут сама путаница есть все-таки. Посмотрите, паш мечей. Где-то нам карты говорят, тебе придется изучить закон. В центре у нас императрица, мои дорогие. Все же я тут вижу, да, разочарование какое-то у императрицы, и это может быть для вас, мои дорогие мужчины, возможно, правда, какая-то женщина. Это может быть близкая, любимая женщина, это может быть руководитель какого-то проекта, руководитель на работе. Вам будет сложно с кем-то договориться. Возможно, это и ваш адрес, как какая-то женщина, девушка, проявляет некоторые знаки внимания или вам приносит, как мы говорили по предыдущим картам, тоже какую-то сумятицу, хаос. Или пытается вас каким-то образом зацепить, привлечь внимание. Тут я вот это не исключаю. Но к этому времени вам как будто нужно понимать самому себе, как бы, да, ну, чего же хочу я на самом деле. Мои дорогие девочки, ну, тут вот неоднозначно. Потому что, как и для мужчин, тут может быть такая непонятная история, которая, может быть, она прежде с каким-то завершением все равно была связана, или с недопониманием. А здесь вроде бы и человек и готов, и не готов одновременно.
Ну, а для вас, мои дорогие девочки, все-таки вот для вас, наверное, этот экзамен на самом деле задача номер раз. Потому что он граничит и с трансформацией, и с колесом фортуны. И более того, вопросы вашего статуса. Тут такой запутанный, сложный выбор, когда, по сути, мы не видим этого выбора. Куда ни посмотри, как ты тут вот это не переверни, а все равно между пажом мечей и тройкой мечей. Какая-то история прежняя вам, с одной стороны, помогает именно не замечтаться. На самом деле я говорила о доме, да? Или о людях, которых вы знаете. Король кубков выпадает. У кого-то это могут быть даже супруги. Или какая-то давняя история. Может быть, это родные просто люди, родственники. Или конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воды. Вот должны выяснены быть отношения. Но посмотрите, у нас выпадает король кубков и карта мага. Конечно, мы говорим манипуляции. А можно это назвать еще и каким-то грамотным управлением, правильной какой-то организацией вашей жизни. Все-таки самое первое значение, когда клевер выпадал, вам именно нужно будет организовать свою жизнь, но будьте готовы к тому, что на вас будут постоянно, ну, как бы давить люди извне. Или, ну, даже те, кого вы любите. Вам сложно где-то будет пройти этот экзамен, потому что вы все время кому-то помогали, участвовали в чьей-то жизни. А вот теперь вам как будто нужно будет немного абстрагироваться. Я не знаю, насколько долго продлится этот период, но, по сути дела, по магу, это вам нужно стать вот этим магом. И вопрос целесообразности у вас будет все время стоять на кону. Будьте к этому готовы. Здесь ведь это холодная карта. Маг – великий практик, я всегда об этом говорю. Он никому не транслирует, что он думает, какое мнение у него сложилось, или он что намеревается делать. Вот вам придется хранить буквально себе тайну, и от этого будет строиться ваше благополучие, карта императрица, и, может быть, вопросы финансов. Вот такой экзамен жизни. Ну, давайте мы узнаем. Мужчина, да? Что придет в вашу жизнь? Что придет в вашу жизнь? Пусть нам карты Таро подскажут, что ждет вас. Что-то завершилось, смотрите. Возможно, иногда эта карта, вот смотрите, завершение и как работа в команде. И как одновременно начало чего-то нового. Потому что эта карта тоже, кстати, своего рода экзамен. И, может быть, у кого-то даже конкретно совпадет. Вы экзамены сдаете или вам нужно получить какую-то бумагу и сдать экзамен, да, как сертификат получить. Вот здесь есть как и обучение, процесс. Есть здесь новые формы заработка по этой карте. Но и, правда, мы сами себя адаптируем к какой-то новой совершенно ситуации, которая касается отношений. И раз выпадает 13-й аркан, здесь, поскольку нам пара выпадала, и это ведь карта не говорит о том, что что-то завершилось навсегда. Это могло завершиться на какой-то период, и мы с вами рассматривали, где-то мы говорили еще в сигнификации об этом. Так вот, это что-то возвращается, и вам, мои дорогие, не вспоминай былое. То есть, может быть, вот этот экзамен, либо я продолжаю, либо я завершаю. Может быть и так. Но здесь я больше вижу, что придется выстраивать в паре отношения. А может быть, как я говорила, совершенно новый человек, когда вам не нужно будет переносить вот отношения, которые, пусть они не сложились у вас в прежнем, именно в союзе. Вот не надо это переносить или как бы транслировать. Может быть, где-то поведенческие такие привычки, да. А тут нужно увидеть эту историю совершенно по-другому. Но даже если это тот же человек, то тогда как будто не нужно... А тут может быть, правда, сложный человек, 5 жезлов. Тут какое-то противостояние, факт. Может быть проявлено заново человеком. Конечно, я не исключаю, что в какой-то мере человек будет пересмотреть, то есть готов пересмотреть, ну, может быть, даже свой сложный характер. Вот я этого тоже не исключаю. Факт. Готов. Ну и все-таки 13-й аркан, будьте к этому тоже и вы готовы, что придет в вашу жизнь. В вашу жизнь идет непростой человек.
который, может быть, даже прошел какой-то период одиночества долгий. Может быть, он не знает, в принципе, как выстраивать правильные отношения, или он никому не верит. И либо пока душа тает, либо пока он какой-то аналитику, да, вот так вот не проведет в своей жизни. Хотя человек может понимать, что у меня сложный характер. В ваш, по крайней мере, на ваш порог придет человек, который вы будете ему дороги. Или это тот человек, который будет готов все-таки с вами, ну, как минимум, какой-то союз заключить. Я не говорю, что это буквально точно. Очень сложный человек, карта отшельник. Тот человек, который, возможно, пережил многое. Или был очень долгий период один. Луна. Тут может быть тот человек, который, в принципе, или семья у него была давным-давно, или ни разу семьи не было. И вроде бы есть у него вот такой психологический портрет нам раскрывает человека, с которым вы вот именно придет в вашу жизнь. У него, может быть, сложилась какая-то ранее первая история не очень хорошо, может быть, много лет тому назад. И я не говорю, что это у нас человек приходит, который, ну, вообще не состоял ни в каких отношениях. Ну, всерьез-то у него, он никого не рассматривал. Он легко менял или меняла предыдущие отношения, потому что либо интерес заканчивался, а вы чем-то зацепили, поэтому и возврат. Два рыцаря. Либо человек очень импульсивный, а здесь у нас императрица, которая более чем уравновешена. У человека было время подумать, если это кто-то из прошлого. Давайте я подытожу. Король Пентаклей выпадает. И все вот эти, наверное, какие есть, только сложности. И разные методы. Вы могли пройти разные этапы даже с этим человеком, или вам предстоит пройти. Сложный человек, правда. Но самое главное, что он-то проходит трансформацию. Это скорее его трансформация, мои дорогие. И вы ему нужны, вот, наверное, как воздух. Человек может быть, знаете, вообще никому не верующим, как бы. Он не верит ни во что и никому. И тут очень сложная личность. Но почему-то вам, по судьбе, именно вот такой человек выпадает. Может быть, по доброте душевной. Все-таки у нас, опять же, императрица. Где-то, пока он дойдет, как будто вот до этого уровня короля Пентаклей, который способен, ну, брать ответственность на себя, тот, который способен и хочет заботиться о ком-то, он должен пройти какой-то очень сложный путь, который не будет быстро, который, ну, для него, наверное, каждый шаг через какую-то внутреннюю боль, которую он 100 лет тому назад пережил, вот ей-богу. Но вы почему-то идете рядом. Будьте к этому готовы. Ну, наверное, не хочется так приговаривать, может, у кого-то и не совпадет. Никто, наверное, из нас не хочет участвовать в чьей-то трансформации. Вы, собственно, и не участвуете, вы просто рядом. Но ведь для этого, я могу сказать, нужны силы. И где-то нам ведь карта Ленорман, помните, да, у нас там выпадала женщина, то есть пару нам сразу показали. Потом у нас шел аркан якоря. То есть сказать, что это вам как-то мешает, я не могу. Но тут оно все равно вот так как-то непросто. И третья карта, я еще тогда сказала, там семерки пик соответствовала. У вас не раз будут сомнения по поводу этих отношений. Нужно вам это? Или вы будете у себя спрашивать, зачем мне это нужно вообще? Хотелось бы сказать, да, но вот я, кстати, мы же помним, там последняя карта была именно письмо. А письмо было первой, вот именно в первой позиции после Солнца. Есть все-таки ваш какой-то интерес, мои дорогие. Но вот, видимо, вот этот мир, баланс, гармония, изобилие, процветание приходит в вашу жизнь через взаимодействие вот с таким сложным человеком. Это прям, знаете, как какой-то кармический опыт, хочется сказать. Остановимся с вами именно на этих картах, переосмыслите, проанализируйте. Возможно, вы вернетесь через какое-то время к нашему раскладу, потому что тут не так все просто, не все так однозначно.
И по ходу развития событий какие-то новые факторы будут появляться. И все выпавшие карты, если будете пересматривать, они для вас раскроют еще больше информации. А пока, мои дорогие, перекладывайте на себя. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.